В 1928 году в журнале Scientific American вышла статья о древнейшей цивилизации на Земле. В подзаголовке стоял один вопрос: кем были древние шумеры? И сразу ответ: никто не знает. С тех пор прошло почти 100 лет. Тысячи раскопок, сотни тысяч артефактов, сотни ученых, дешифрованные таблички, реконструированные города, переведенные тексты. И этот ответ не изменился. Мы до сих пор не знаем, откуда пришли шумеры. Но вот что мы знаем точно. И это, пожалуй, еще более странно, чем их происхождение. Около 3500 года до нашей эры на территории нынешнего Ирака появляется цивилизация. Появляется не постепенно, не через тысячелетия проб и ошибок. Она появляется сразу, с письменностью, математикой, астрономией, законодательством, медициной и развитой системой управления. Переходного периода нет, предшественников нет, черновика нет. Чтобы понять, насколько это странно, нужна точка отсчета – Рим. Первые признаки латинской письменности – 7 век до нашей эры. От первых букв до Колизея – около 700 лет постепенного развития. Каждый этап зафиксирован. Египет. Первые иероглифы – около 3200 года до нашей эры. Переход от простых знаков к сложным текстам – долгий прослеживаемый процесс. Шумеры. Первые таблички – около 3400 года до нашей эры. Но это уже не зачаточная письменность. Это сложная система с сотнями знаков, грамматическими правилами, экономическими записями, поэзией и религиозными текстами. С первых же табличек – готовая письменность. И это не алфавит из 20 букв. Чтобы читать и писать на клинописи профессионально, нужно было выучить от 600 до 1000 знаков. Шумерские дети учились в специальных школах – Эдуба, буквально «дом табличек», годами. На дошедших до нас табличках сохранились упражнения учеников с ошибками и исправлениями учителя. Школьная система, которой 5500 лет. Откуда она взялась, неизвестно. Примерно в то же время появляются шумерские города. Урук – один из первых и крупнейших. К 3000 году до нашей эры его население составляло от 40 до 80 тысяч человек. Вероятно, самый крупный город мира на тот момент. Спланированный. Улицы, кварталы, канализация, общественные здания. Стены, которые по легенде построил царь Гильгамеш, имели протяженность 9 километров. В центре стоял зиккурат, ступенчатая башня, возведенная по математическим расчетам. Шумерские архитекторы оставили буквальные чертежи с масштабом на глиняных табличках. Первые архитектурные планы в истории, нарисованные тогда, когда большинство людей на планете еще жили в шалашах. Шумеры использовали 60-ричную систему счисления с основанием 60. Мы до сих пор живем в ней. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе, 360 градусов в окружности. Но дело не только в системе. Шумерские математики решали задачи, которые в Европе появятся через 3000 лет. Квадратные уравнения, теорема Пифагора, зафиксированная на шумерских табличках за 1500 лет до рождения Пифагора. Одна из табличек хранится в Йельском университете под номером YBC 72289. На ней вычисление квадратного корня из 2 с точностью до 6 знаков после запятой. Около 1800 года до нашей эры. Погрешность менее 1 миллионной. Такую точность европейская математика достигнет только в эпоху Возрождения. Шумеры разделили небо на созвездия, которые мы используем сегодня. Зодиакальный пояс – их изобретение. Они вычисляли периоды обращения Луны с точностью, которую европейская наука превзошла только в XVI-XVII веках. Предсказывали солнечные и лунные затмения. Это не астрология, это систематические наблюдения, требующие поколений записей и математической обработки. А теперь вопрос, который сразу возникает. Откуда у них было время на эти поколения, если вся цивилизация появилась фактически внезапно? Медицина шумеров – отдельная история. Самый старый медицинский список датируется примерно 2200 годом до нашей эры. В нем более 200 рецептов. Шумерские врачи использовали опиум и мандрагору как обезболивающее, касторовое масло как слабительное. Они понимали, что чистые руки врача влияют на исход операции. За 4000 лет до Земельвейса, которого в XIX веке коллеги высмеивали за ту же идею. На табличке из Непура сохранился рецепт. Истолки мирру, тимьян и финики, смешай с пивом и нанеси на рану. Позднейший анализ показал, мирра обладает антибактериальными свойствами. Это работало. Они не знали почему, но работало. Пиво, кстати, было у шумеров буквально валютой.
Рабочих, строивших зиккураты, платили пивом, около 4 литров в день в зависимости от должности. У шумеров была богиня пивоварения Нинкаси, в честь которой написан гимн, одновременно являющийся подробным рецептом. Самый старый рецепт напитка в истории, ему 3900 лет. Кодекс Ур-Намму, старейший письменный свод законов, около 2100 года до нашей эры, на 3 столетия старше кодекса Хаммурапи, конкретные штрафы. Сломал кость – выплати серебро. Отрезал нос – фиксированная сумма. Не просто царь решит, а письменный закон, обязательный для всех. Все это не накапливалось, все это появилось. Теперь о том, что не складывается. У письменности должны быть протописьменные стадии. У шумеров они есть, но крайне сжатые. Самые ранние таблички, около 3400 до нашей эры, проще. Пиктограммы, хозяйственные записи, счет. Но уже через несколько столетий полноценная клинопись с грамматикой, поэзия, юридические документы. От первых греческих букв до Илиады прошло 5 столетий, и греческий алфавит несравнимо проще клинописи. Шумеры прошли тот же путь с гораздо более сложной системой. В масштабах эволюции цивилизаций это мгновение. Шумерский язык – языковой изолят. Ни с семитскими языками, аккадским, арабским, ивритом, которые жили буквально рядом, ни с индоевропейскими, ни с тюркскими, ни с чем. Шумеры и аккадцы жили бок о бок, торговали, воевали, заключали браки и говорили на языках без единого общего корня. Лингвисты называют это шумерской проблемой. Соседние народы всегда влияют на языки друг друга. Здесь ничего. Словно они пришли из разных вселенных и встретились в Месопотамии. Сами шумеры называли свою прародину Дильмун – место чистое, светлое, счастливое, где не было болезни и смерти. Предположительно, острова в Персидском заливе, нынешний Бахрейн. Там обнаружены следы развитой культуры бронзового века, торговавшей и с Месопотамией, и с инской цивилизацией. Но это пока лишь одна из версий. Вот что шумеры говорили о своем происхождении сами. В одном тексте сохранилась запись от имени шумерского писца. Его предки пришли в Месопотамию из места, которого он не знает. Причина проста – предки не умели писать. Единственное, что он знает точно, они мигрировали с гор на равнину. Получается, сами шумеры понимали, у них есть предки до письменности, но кто они и откуда, оставалось загадкой даже для самих шумеров. Теперь о находках, которые до сих пор не дают покоя. В 1922 году британский археолог Леонард Вулли начал раскопки в древнем городе Ур. Он обнаружил царское кладбище с более чем 1800 погребениями. 16 из них резко выделялись. Каменные камеры в глубоких шахтах, украшения из золота и лазурита, золотые шлемы, арфы с бычьими головами из чистого золота. Все это в регионе, где нет ни золота, ни полудрагоценных камней. Лазурит привезен из Афганистана, сердолик – из Индии. Золото, предположительно, из Ирана или Анатолии. Международная торговля на 1000 километров. Но Вулли остановили не сокровища, его остановили тела. Рядом с каждым царем или царицей лежали десятки слуг. В гробнице царицы Пуаби 25 человек. В гробнице ее мужа 75. В Великой яме смерти 74 тела в полном наряде, с украшениями, будто готовились к торжеству. Анализ останков показал, они приняли яд. Добровольно или нет, неизвестно. Находки были настолько невероятны, что телеграммы в Британский музей Вулли отправлял на латыни, чтобы никто посторонний не перехватил. При раскопках под полом гробниц он нашел еще кое-что. Слой стерильного ила толщиной 3 метра. Выше – следы жизни, ниже – тоже. Посередине – ничего. Вулли объявил: физическое свидетельство того самого потопа. Позднейшие исследования показали, в разных точках Месопотамии такие слои не совпадают по времени, значит, глобального события не было. Но вопрос остается. Шумеры написали о потопе раньше Библии. Эпос об Атрахасисе и история о Зиусудре – старейшее письменное описание всемирного потопа. Библейский Ной появился позже и явно опирается на шумерскую традицию. Откуда у шумеров такая конкретная память о катастрофе, которая была до них? Шумерский список царей начинается так. После того, как царство спустилось с небес, первым городом был Эридук. Первые 8 царей правили суммарно 241 200 лет. Потом случился потоп. После него цари начинают жить сотни лет, потом десятки, потом обычные человеческие сроки.
Историки объясняют сверхдлинные сроки мифологической условностью. Разумно. Но примечательно другое. Список четко отделяет допотопную историю от послепотопной. Как будто шумеры сами чувствовали разрыв. Что их мир – это уже второй мир. Что до них было что-то, и это что-то исчезло. Теперь о версиях. Самая распространенная. Шумерская цивилизация развивалась дольше, чем мы думаем, и ранние стадии просто не найдены. Большая часть Месопотамии не раскопана, потенциальные стоянки под современными городами, под грунтовыми водами. Органика ранних стадий давно разложилась. Честная позиция. Но это пока гипотеза, переходный период не найден. Вторая гипотеза. Шумеры пришли из другого места, уже имея знания. Ряд лингвистов замечал параллели между шумерским и языками Кавказа, Центральной Азии, даже Сибири. Но параллели не признаны достаточными для установления родства. Может быть случайностью, а может указанием на связи, которые мы пока не умеем прочитать. Третья. Конвергенция. Убейдская культура дошумеров уже строила поселения и ирригационные каналы. Торговые связи с инской цивилизацией, Египтом, Кавказом принесли разные потоки знаний, синтез дал ускорение. Это объясняет быстроту, но не объясняет языковую изоляцию. Народы из слияния культур дают смешанные языки, шумерский – нет. Четвертое. Проблема датировки. Радиоуглеродный анализ ранних слоев Месопотамии имеет погрешности, и уточнение хронологии в последние десятилетия сдвигало даты. Если переходный период занимал больше времени, часть вопросов о внезапности снимается. Ждет подтверждения. Есть факты, камни не вписываются ни в одну из этих версий. Гильгамеш, по шумерскому списку царей, реальный исторический персонаж, правивший в Уруке около 2700 года до нашей эры. Его имя встречается в административных текстах не только в эпосе. Сам эпос – первая в мировой литературе история о человеке, осознавшем собственную смертность. Гильгамеш теряет друга Энкиду, идет на край мира, переплывает воды смерти, находит того, кто пережил потоп и получил бессмертие, и в финале не получает его. Бессмертие выскальзывает из рук в последний момент. Философская поэма о утрате и принятии, написанная 5000 лет назад. Кто научил их так думать? Религиозный закон шумеров запрещал вскрытие человеческих тел, это зафиксировано. Однако описание внутренних органов в медицинских текстах демонстрирует точность, которую можно получить только при систематическом изучении анатомии. Либо закон нарушался, либо знание было получено иначе. Как именно, неизвестно. В шумерских текстах встречаются описания астрономических явлений, наблюдение которых невооруженным глазом крайне затруднено. Официальная наука интерпретирует это как поэтические образы. Другие исследователи настаивают на буквальном прочтении. Консенсуса нет. Что мы имеем в итоге? Цивилизация без видимых предшественников. Язык без родственников. Знания, опережавшие время на тысячелетия. Память о катастрофе до них. Ощущение собственной второй природы, что они строят мир заново. В 2022 году в научном журнале вышла статья с заголовком «Шумерская проблема». После спутников, генетических исследований, цифровой археологии, трехмерного сканирования тысяч артефактов. Статья начинается словами: «Загадка происхождения шумеров по-прежнему не решена. Мы живем внутри их изобретений, каждую минуту буквально, и не можем ответить на вопрос, поставленный почти 100 лет назад. Откуда они пришли? Что они знали? И что именно они помнили о мире, который был до них? Расследование продолжается». Напишите в комментариях, шумеры пришли с уже готовыми знаниями или развились сами, и мы просто не нашли доказательств? Это не риторический вопрос. Среди историков он до сих пор открытый. И не забудь подписаться на канал. Мы с вами не прощаемся.